народ, приобрел я вот такую штуку. Фермер измельчитель зерна ИЗ-05, производство Уралспецмаш. Это зернодробилка, которую я приобрел в интернет-магазине «Купи на дачу». Что-то как-то получается, что по ценнику Санкт-Петербургской губернии он мне больше всего подходит. Плюс доставка удобная была, скажем так. Это не реклама, я вспоминаю факт ситуации. Вот, посмотрим, что же тут происходит. Коробочку я вскрыл. Тут находится вот такой вот агрегат. Вот, таким вот образом он выглядит. Очень легкий. Ну, на вес, так вот, навскидку, там килограмма 3,5-4, не больше. Пока еще не разглядываю инструкцию, посмотрим, что здесь у нас есть. Соответственно, регулятор подачи зерна. То, соответственно, в зависимости от положения, я подозреваю, вот этого вот регулятора будет изменяться помол. Более грубый, более мелкий. Все так или иначе аккуратно сделано. За счет решетки вентиляция. Сам агрегат базируется на вот такой платформе. Вот здесь тоже что-то типа сита получается, через которое, собственно, зерно, точнее, уже получается не зерно, а дробленочка попадает в ту емкость, на которую ставим. Я остановился на вот этом агрегате по одной определенной причине. У меня был определенный опыт общения с зернодробильными агрегатами. У моего горячо уважаемого тестя на Ставрополе стоит агрегат барабанного типа, Зубр, если память не изменяет. Хорошая машинка, но один нюанс, который мне не очень нравится. Огромное количество пыли мучной. При работе с агрегатом с этим необходимо находиться постоянно в респираторе либо маске. Желательно на глазах очки. Соответственно, одежда не новая какая-нибудь, которую, скажем так, периодически можно стирать или нужно стирать. Почему? Потому что очень тонкий слой пыли садится на вас мучной, забивает все на свете. Если без маски либо респиратора работать, буквально через 2 часа вы превратитесь в постоянно чихающего и кашляющего индивидуума, которому уже нахрен ничего не нужно. Соответственно, мысль у меня такая. Я потом все это дело засниму. Вот этот агрегат, в связи с тем, что у него снизу площадка позволяет установить его на какую-то основу, закрепить на крышке бочки. Единственное, что придется здесь сделать дырочки, чтобы жестко зафиксировать его. Либо, как вариант, я еще подумаю, возможно, чтобы не слетать с гарантии, непосредственно в крышке бочки сделать круглое отверстие, вот по радиусу вот это вот, собственно, круглого основания. И таким образом плотно вставить его в крышку бочки. Посмотрим, но мне кажется, что вибрация будет достаточно сильной. Придется, наверное, все-таки сделать 4 отверстия, просверлить по краям, чтобы жестко установить его. Будем пробовать. Сниму видеоролик, покажу, как же все это дело будет происходить. Вот. Но пока я его включал уже, работает он, гудит не очень сильно. Инструкция прилагается, гарантийный талон прилагается. По ценнику покупал перед Новым годом по акции. Что-то порядка 2400 рублей мне он обошелся. Сейчас они немножко по ценнику уже выросли. Вот. Но думаю, что он себя оправдает. Потом вместе с вами посмотрим, какого же, собственно, качества дробленочка получается. И как получится у меня мою задумку реализовать. Что касается зернодробилочки, думал я вот эту бочечку приспособить под базу для, скажем так, установки по дроблению зерна. Но
остановился все-таки на вот этой, меньше по объему. Выходное отверстие там одинаковое, а вот объем, соответственно, другой. Не хочу я корячиться с бочкой объемом почти 200 литров. Хватит мне вот этой вот 60-литровой. При необходимости оттуда всегда можно начерпать и, соответственно, переложить другие бочки. Ну вот, с помощью болгарки, предварительно отметив карандашом радиус, соответствующий обратной стороне дробилочки, мы выпилили отверстие. Сейчас будем эту платформу насаживать, собственно, на саму зернодробилку и думать, получится или не получится у нас прикрепить, не продырявливая, собственно, платформу самой зернодробилки, чтобы не слететь с гарантии. Ну, посмотрим. Снял крышечку. Что у нас здесь внутри, кстати? Вот сито, обоюдоострый нож, зафиксирован на гайке. И, соответственно, вот регулятор подачи. Ну, в общем-то, ничего сложного. Сейчас мы все это дело хозяйства просунем в отверстие. Опять крышечку зафиксируем. Ну, вот так выглядит в полусобранном виде наша зернодробилочка на крышке бочки, как на базе. Боюсь, что вот при вибрации будет она выскакивать. Надо все-таки к этой крышке ее как-то фиксировать. Очень не хочется дырявить или обрезать края. Сейчас, возможно, попробуем так. Если не получится, то будем все-таки как-то ее фиксировать. Вот так выглядит в собранном виде апгрейденный агрегат фермер зернодробилочкой. Включал, проверял я его. Первое что, плюсы какие? Как видите, несмотря на большой шум, вибрация не очень большая, бочка стоит без всякого укрепления. Она, скажем так, устойчива. Стоит еще, если там снизу уже будет дробленочка, так вообще будет зафиксировано жестко. Единственное, что подгонять под диаметр внешнего кольца платформы данного агрегата Зубра, отверстие бочки надо очень тонко, чтобы он плотно вставал, тогда как бы и крепление не понадобится. Тем не менее, из минусов все-таки вот чуть-чуть выбивается сюда пыль, но не так, как, допустим, при работе с агрегатами, которые я использовал до этого, у тестя своего. Там все было в пыли вообще. Что еще? Вот зерно, а именно пшеничку я сейчас буду засыпать. Посмотрите, как качественно и быстро он перерабатывает. Так, включаем. Как видите, быстро. Чуть попозже посмотрим, собственно, степень помола при том, что я выдвинул по максимуму защелочку, соответственно, самый грубый помол. Но один отрицательный нюанс. Вот сейчас опять включаем, и я покажу, как, собственно, перемалывается кукуруза, в том случае, если потихоньку туда ссыпать, и как она перемалывается в том случае, если насыпать какой-то объем. Итак, как видите, выявился очень большой минус в плане кукурузы. Если сыпучее зерно такое, как пшеница, я так подозреваю, ячмень с рожью, будет перерабатывать без вопросов, то с кукурузой уже возникает проблема. Она останавливается и дальше не идет. Ее надо трясти, каким-то образом принудительно заставлять ее туда проваливаться.
Ну вот, выключили на агрегат. К сожалению, дальше дело не идет. Просунули. Ну так, ребят, не натрясешься, и каждый раз пальцы сувать неохота. То есть кукурузу только методом стояния тупого над данным агрегатом и подачи тонкой струйкой мы перемалываем. Все остальное без проблем можно насыпать в барабан, уходить, ждать, когда там перемолится. Сейчас посмотрим, что же у нас там получилось в плане дробленочки. Ну вот, собственно, дробленка. При условии, что это было максимально открытое положение задвижки, соответственно, самый грубый помол, ну, мелковато чуть-чуть, я считаю. Придется с помощью сита отсеивать мульчицу, а потом уже давать цыплятам, потому что, ну, слишком мелко, я считаю. Итого, какие плюсы у нашего агрегата? То, что возможно монтировать на бочку и эксплуатировать не в особо пыльных условиях. Достаточно быстро перемалывает пшеницу, ну, наверное, скажем так, ячмень, рожь, не очень крупные зерно не очень крупное по размеру. Что касается кукурузы, я так подозреваю, что, наверное, и гороха. Вот такая вот геморройная ситуация. Для того, чтобы перемолоть, необходимо стоять над этим агрегатом. Вы заметили, что при этом вылетает вверх всякое разное зерна, которые попадают не под тем углом молотилочку. Соответственно, необходимо защитой какой-то озаботиться, одеть очечки как минимум. Вот. Ну и достаточно мелкий помол. С другой стороны, кому как нравится, возможно, кому-то такой помол как раз-таки и нужен. И я думаю, что агрегат этот у меня, соответственно, будет работать, никуда он не денется. Единственное, что придется немножко лишнюю работу делать, просеивать полученную дробленку. Ну, с другой стороны, та мука, которая будет получаться, она пойдет на мешки. Как бы ничего не пропадет. Ну, за свои деньги, я так думаю, что неплохой агрегат. Я, во всяком случае, не пожалел, что взял. Уже заканчивая как-то так, ребят. Решил все-таки еще забрать пару минут вашего внимания, чтобы, скажем так, подвести дополнительные итоги по зернодробилке, которую я тестировал. Значит, все-таки из плюсов хочу отнести мобильность данного агрегата. Он очень легкий. При установке на ту базу, которую я придумал на бочку, даже в этом случае занимает не очень много места и легко транспортабельно. Мощность его 800 Вт. Более мощный с буковкой М, возможно, будет более, скажем так, энергичнее перерубать кукурузу и не понадобится вот стоять над ним в согменной позе с ковшиком или там совочком в руке и посыпать туда по чуть-чуть этой кукурузы. Возможно, он справится и с кукурузой. Все остальные сорта зерна, пшеницу, овес, ячмень, рожь рубит на раз. Я уже проэкспериментировал. Точно так же меряет практически в труху. После того, как с помощью сита это дело провеиваешь, в принципе, получается вполне себе удобоваримая цыплятами дробленочка, которая сейчас мне как никогда кстати, в том плане, что птице пошла 4-я неделя.
И по прошествии месяца буду переводить ее на смешанное питание, комбикорм-дробленочка, ну, помимо мешки, соответственно. И где-то начиная с 3-го месяца петушков, которые пойдут на забой, буду кормить кукурузой. Вот приучать к кукурузе я буду сначала с дробленки, потом уже непосредственно буду давать цельное зерно. Итак, легкость, мобильность, небольшое потребление электроэнергии, достаточно быстро справляется с обычными видами зерна. Из минусов то, что то ли мощности, то ли не хватает, то ли конструкция такая своеобразная, что с кукурузой, засыпанной непосредственно в расходный бачок, не справляется, приходится засыпать отдельно кукурузу. Горох не пробовал, возможно справится, за счет того, что он круглый, возможно нет, как-нибудь надо будет попробовать. Далее, при установке на бочку, таким вот образом, как я сделал, если не хотите просверливать какие-то отверстия, которые заставят вас лишиться значит, гарантии, очень точно подгоняйте диаметр вырезанного вами на бочке отверстия, с тем, чтобы при помоле не вибрировал агрегат и никуда не убежал у вас. Ценник. Очень небольшой ценник, я сейчас посмотрел в интернете, я покупал перед Новым годом за 2400, сейчас цены остались в той же паре. То есть там где-то от 2500 до 2800 можно ее легко купить, много предложений. По поводу долговечности работы пока ничего сказать не могу, только приступлю к эксплуатации данного агрегата. Возможно, со временем сниму дополнительный ролик, опять-таки, как он там горох перемалывает, и как он себя показал в течение времени, перемолов там, я не знаю, там, пару десятков мешков зерна. У кого есть опыт с работы с этой матчастью, прошу в отзывах ставить комментарии. Я думаю, всем будет интересно. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям.